Доброе утро, мои хорошие. Тери-тери, омикус вам всем с побережья Чудского озера. Только проснулась и сходила в душ. Стою, выбираю, какую маску мне сегодня сделать. Вот эти маски я взяла из Таллина, потому что мне их прислала Галиночка. Я хотела их очень все на даче делать, а все время как-то нету времени. Что-то вообще не остается времени, я не знаю. Я не знаю, что я делаю, как-то все время занято. В общем, здесь есть маска алоэ, вот такая, 20 минут надо держать. Потом вот я стою, изучаю их просто. 24-каратное золото какое-то, тоже 15-20 минут. Это для ног маска, тоже бы надо, но я уже в душе была. Для рук, это мы с вами после баньки, наверное, сделаем. И еще есть авокадо. Вот этого авокадо, мне кажется, я так постояла, подумала. Сначала хотела положить патчи. Помните, мы с вами в прошлом году довольно часто их клали, а в этом году что-то как-то, я не знаю. Ну, может быть, сейчас капельку посвободнее будет времени, тогда мы с вами... Это Галина прислала, поэтому ни стоимости, ничего такого я не знаю. Это в подарке было. Так, и где наш бантик? А бантик-то я забыла. А? Сходила за бантиком. Ну, волосы что побрать? Это не украшение, хотя... А маска полная. Вот здесь прям очень много в ней этой жидкости. И одна умная дама мне посоветовала не выкидывать сразу эти вот маски тканевые, а засунуть в этот пакетик, закрутить хорошо, знаете, скрепкой там или чем-то, может даже в холодильник, и тогда можно еще хотя бы разок ею попользоваться. Но точно шаблон по моему лицу. Пахнет она очень приятно. И сейчас мы с вами... И сейчас мы с вами пока кофе завариваем, оно у нас подействует. Вообще, когда кладешь маску, нельзя, говорят, никакие там дела делать, надо лечь, расслабиться. А я вечно начинаю что-то делать, вплоть до того, что ванну мыть или еще что-нибудь, знаете. Нет, так нельзя, надо это релакс. Вот, авокадо. Но там всякие питательные, все-все. Я с переводчиком перевела, там очень хорошие. Все остатки можно вот сюда на зону декольте. И обязательно шею, конечно, тоже не забываем. Вот, ну, теперь вот так вот подержим. Потом пойдем с вами кофеек пить. Вчера нажарила блинчиков, потому что было много старого молока. И сегодня на завтрак большие такие блинчики. Вот вечером приедет муж, наверное, и заберет Кристину в горы, потому что она очень-очень кашляет. И я хочу, чтобы ей ухо проверили. И правое тоже. Наверное, увезет ее на пару дней в Таллин, а потом вернуться опять. Все. Ну все, маску снимаю. И я ее, эти вот остатки все вбиваю в кожу. И в этом пакетике осталось еще довольно много жидкости. И она сама еще такая тяжеловатая. Поэтому я ее туда. Хоть вы и пишете, что там море микробов. А что микробов? Я вымыла, лицо вычистила, подержала. Опять в этот же пакетик. Где там этим микробом? Ну, может, зачесается парочка. Так заразу не тронет. Так, а сейчас пойдем кофе заваривать с вами. Пойдем на веранду кофе пить. Погода сегодня снова чудесная. Немножечко, теперь, как сказать, так прохладнее, не настолько уже жара. Чуть-чуть отошла это и уже полегче. Крем. Чувствую, надо. И не крем, а сейчас покажу я масло. Маслечко такое для лица вбиваю. Потому что сейчас будет, да, маловато этого. А масло у меня такое для кожи лица. Это я еще с Кипра. С Кипра масло у меня.
Тоже хорошо очень увлажняет, питает, особенно вот в это лето, когда, знаете, кожа пересыхает. Стопроцентное биоорган-ойл для кожи, для лица. Вот. Лицо, шея, декольте тоже. И сразу так, как будто ничего. Бантики долой. Переодеваемся и идем на улицу пить кофе. Все. Готово. Голова высохнет сама. Моя парикмахерская это вот так, вот так, вот так. Идемте. Сейчас будет у нас с вами на завтрак хлебушек, наверное. Это не сухарики, как они называются, хлебцы. И красную рыбку, может огурчик. Ну, идемте. Но прежде чем чего-то кушать самой, какая погода, природа. Надо с вами покормить этих птичек, синичек и прочих радостей. Они уже сидят по кормушкам и ждут. Вот этот кофе мне очень нравится. И железная такая хорошая крышка и банка. Я сюда теперь эти семечки пересыпаю и кормлю их с утра. Вообще-то это Кристина на занятии, но она сейчас с книгой. Она начала читать, перечитывать, я так понимаю, этого глава профессора Доуэля и Человек-амфибия. Ой, а погода чудо. Озеро шумит, ветерок. И нет такой уже жары. Облачка тут там, комфортно очень. Так, и градусов у нас с вами 22 пока, но это прям в тени. Озеро шумит. Так, кормим наших товарищей. Так, опять глаз дергали. Опять глаз дергали. Ни одной рукой никак. Вот здесь можно. Специальные наборы им даю. Не хлеб, не крошки, ничего. А вот именно семечки подсолнечника, они не жареные. Там еще какие-то зерна. Написано для кормления лесных птиц. Дятел уже просек. Понял, что что-то положили. Уже кричит. Какое небо сегодня. С облаками. Август так это, да, чувствуется. Ну, хорошо. На природе хорошо всегда. Здесь хорошо и в апреле, и в мае, и когда хотите. Нету разницы. Гортензиями я, конечно, очень довольна. Прямо искренняя благодарность продавцу. Знаю, что он убрал название канала, возможно, он смотрит нас. Вот я хочу выразить ему большое спасибо за такие саженцы. Это, конечно, невероятно, что он, как говорится, продал без халтуры, без всего. А ты кто, прости? Ты кто? А тебе тут можно так? Иди давай. Ты тут ничего не портишь, нет? А вот эти дырки кто съел? Вот эти дырки. Ну-ка, давай-ка. Это тоже меняет цвет. До чего красотища. Не могу прям. Своя цветет хуже в этом году, потому что я ее не обрезала, я знаю. Я не умею обрезать, надо учиться. А одну я вот запихала сюда, и надо ее пересаживать. Как-то я ее там забила зря. Здесь у нас все красиво. Мама сказала вчера вечером, что лучше всего на территории из подсветок работает чайник. Я долго зависала и думала, о каком чайнике идет речь, и казалось, это лейка. Фонтанчик еще не включился, потому что нету. Солнышко еще не попало. Трава мокрая, был дождь, наверное, или роса. И сюда забыла положить. А кто это здесь все скушал? Кто это здесь все съел, Дятла, слышите?
завтрак. Мама сейчас нарядится, тоже придет. Ты наряжаешься? Очень. Так, смотрите, какие у меня хлебцы я показывала. Хлебцы Елизавета, кто-то из вас ездил, уже купил, они очень вкусные. Я плохого не посоветую. Хлебцы Елизавета. После этого вот эта намазка, тоже многие из вас спрашивают, деликатесная креветочная. Но мне на самом деле нравится больше там, где креветки, она кончилась. Вот муж, если привезет, тогда я вам еще покажу, потому что вопросов много. Такие милые баночки. В окружении птиц будем кофе пить. Кстати, за моей спиной там носятся. Вот так вот я вот... Это меня этим намазком мама научила. А я обычно меревайка с креветками, плавленый сыр клала. И рыбку красную. На бутербродик. Теперь сюда огурчик тети Тани. Кофе. И вуаля. Кристине блинов напекла. Может, она угостит нас по штуке, но в этом я, знаете, сильно сомневаюсь. Блин, это ее слабость. Но думаю, что мы со сметанкой по штучке съедим. Лили хороший. А тот, что без кофеина, вы совершенно правильно заметили, что его можно в любое время. Я, например, вот вечером уже кофе не пью, что типа там не уснуть или что-то, да. А вот с этим можно. Единственный минус в этих хлебцах, что они полежат, когда открыты здесь на даче, они не так хрустят, потому что здесь очень высокая влажность. Дома с ними всегда все прекрасно, а вот тут... Тут и соль гидролизирует, и сахар гидролизирует. О. Покажу блины. Пока только покажу. Солененькая. Прелесть. Огурчики у тети Тани замечательные. Хрусткие такие. Мам, ты что, будешь чай или кофе? Я буду сегодня чай. Угу. Вот таких напекла. Тоненьких, ну таких своих по своему рецепту. Я их и на масленице всегда, они, ну, самые лучшие, наверное, самые тоненькие. Вот Кристина сейчас будет. Надеюсь, отсюда нам перепадет хоть по штучке. Надеяться на это или нет, я не знаю. А когда выходишь часов в 6 утра, сюда на веранду, такая тишина какая-то вот в лесу, прям вообще. Куда это ты идешь в 6 утра? Писать. На свиданку? Угу. Унитазом. Или ты приходишь в 6? Или приходишь в 6, да. Вот это ты давай поподробнее. Но. Откуда в 6 утра может идти женщина? Приличная. Блогерша. Со съемок. И уже... Озеро. И совершенно уже нету звука птиц, слышите? Кроме криков дятла или вот этот поползень. Тишина. Когда мы приехали с вами, как здесь пели птицы, да? Тишина. Везде выводки, слетки. А когда в августе уезжаем, то больше едем... нет смысла петь. Нет. Да, обрюхатил. Все родились, нет смысла петь. Так и в жизни человеческой. Как же... Там этой самки сделала, делай Как женился, родил, песни прекращаются. Когда уезжаем в августе, приезжаем мимо пустых гнезд аистов, уже вот это вот грустно. А вообще я очень люблю осень. И лето, и весну, и зиму. Я вообще все люблю. У меня всегда хорошо.
А я все люблю. Пойду выклянчивать у Кристины блинчик. Соседи говорят, что озеро сегодня с волнами. Теплая вода, а выходишь ветерок. Да, сегодня градусов поменьше. Кристина вроде кашляет поменьше. Мы сюда куда-нибудь позагорать, но купаться ей, конечно, нет. Если она вот выйдет с воды и на ветер, опять все хуже будет, так что нет. Оно прекрасно, правда? Чудское прекрасно. Похоже на море. Я обожаю, когда оно похоже на море, не когда стоит как лужа. И людей сегодня здесь меньше. Да, ветер очень сильный. Надо куда-нибудь Кристину, где ей не надует. Пойдем-ка в кусты. Тебе туда и не надо. Вот здесь вроде от ветра спрятались. И вроде рядом с водичкой. Вода совсем подошла к кустам, берега нету. Ветер. Да, вода, конечно, может и теплая, но если выйдешь, правильно сосед говорит. Думала, может, Кристину покупать. Знаете, покупается она чуть-чуть не... Кашель еще хуже станет сразу. Она набрала с собой кроссвордов, книги. Вот теперь будет лежать, разгадывать, читать. Ну, хотя бы так-то на воздухе. А я, наверное, рискну покупаться. Я уже вроде не так кашляю. Надо, чтобы больше стать кашлять. А то уже проходит как-то подозрительно. Облака, конечно, такие, людей мало. Чувствуется так это понижение градусов. И август, как говорила моя бабушка, есть август. Ага, тянет. Да-да, вот так. Хоть сколько тебе только. Я тоже люблю через волны прыгать. Иди ложись, читай. Вы посмотрите, берега нет вообще. Нисколько. Еще вчера мы приходили купаться, можно было спуститься хоть куда-то на песок, а сейчас вообще некуда. Ну, посидим немножко. Кристина будет лежать, читать, разгадывать кроссворды. А я посижу на стульчике. Небо красивое. Все красиво. Я забыла вам рассказать, что мы же брались сейчас, убирались. Не знаю, меня слышно? Нет, микрофона у меня нет. Убирались. Пылесосили. Мы с мамой пылесосили, Кристина мыла полы. А потом там этот вот обед. На обед сегодня... Тушеное куриное филе с подкопкой, с лучком, с чесночком и с болгарским перцем. И петрушки я еще туда накрошила, своя, которая петрушка с огорода. Полы намыты, еще стряхнули половички. И теперь вот сюда. Сейчас мама тоже подойдет, она там что-то еще по хозяйству. Озеро просто все в свою власть забрало. Здесь берег. Красотища немыслимая. Да, вода теплая, а ветер не очень. Но мы сюда приходим ведь не только ради купания, так вот, чтобы отдохнуть в тишине.
от всего. Чтобы немножко хоть глаза у меня от компьютера, от телефона, от всего от этого отдохнули тоже. Сегодня муж приедет, ждем. Кристину все-таки нужно показать врачу. Ой, как он вообще, подбираются волны, вообще даже стоять негде уже. Отвезет в Таллин, наверное, все-таки покажет врачу ее. Мне не нравится ее кашель. Вроде проходит, но вроде меня не устраивает. Стрим бы отсюда, конечно, но мы с вами пробовали. Графика ни о чем, интернета тут нет. Тут дикая природа. Вода супер просто, но ветер, да, так это. Кристине однозначно нельзя, но ничего. Она с кроссвордом разгадывает чего-то. А мы с вами позагораем. Меня, наверное, не слышно нифига. Красиво. Природа всегда прекрасна. Какое бездонное голубое небо. Невероятно, конечно. Ой, что-то такие черные тучи надвигаются. Наверное, надо скоро идти. Сейчас солнышко закроется, и мы с вами пойдем. Сейчас я буду с вами прощаться. С минуты на минуту ждем, когда приедет муж. И тогда все, что он привез, я покажу уже в следующем видео. А то, как я разболтаюсь, так это все долго. Приехал. Но все равно в этот ролик уже это не войдет. Приехал. Привет. Приветики. Добрый вечер. Добрый вечер. Приехал. Все, а во всем в следующем видео. Все, пока-пока-пока. Подписывайтесь на канал. Пока.